Всем привет! Здравствуйте! Меня зовут Руслан, я представляю канал на YouTube, московский гуппи, а также аккаунт в Инстаграме Руслан Юлия, наш. Друзья, в этом ролике мы начинаем разговор о карантине для гуппи. Для того, чтобы всесторонне осветить этот вопрос, мы подготовили для вас серию роликов, в которых будем рассказывать о карантине. Итак, нужен ли карантин для наших гуппи? Это практически главный вопрос наших покупателей. Ответ всегда один. Да, обязательно. Тогда звучит второй вопрос. А у вас что, рыба слабая или больная? Мы отвечаем, конечно же, это не так, но карантин все равно нужен. И почему это так, вы поймете из последующего моего рассказа. Обращаю ваше внимание, что все, что я буду говорить, основано только на нашем с вами личном опыте. Мы, как вы, наверное, понимаете, тоже покупаем новых рыбок для обновления наших линий или для разведения и селекции новых пород гуппи. И рыба приходит к нам от разных разводчиков из Европы, Азии или других регионов России. И именно этот многолетний опыт позволяет нам делиться с вами своими наблюдениями и рекомендациями. Когда мы объясняем нашим коллегам, как мы проводим карантин новых рыбок, то очень часто от них слышим, что это слишком много хлопот, когда можно просто посадить гуппи в какую-нибудь отдельную баночку, и если она здоровая, то с ней ничего не будет. Мы с этим не согласны, и я попробую вам сейчас популярно объяснить нашу точку зрения. На каждой рыбке живут бактерии, и при транспортировке, переезде на новое место жительства гуппи не только испытывает стресс, но в дороге она может получить переохлаждение или наоборот перегреться. Опять же, перекорм рыбки накануне отправки, очень плотная посадка в транспортировочном пакете и долгое нахождение в этих условиях может спровоцировать аммиачную вспышку, привести к отравлению рыбы, а излишне закачанный кислород может обжечь дыхательные пути рыбки. То есть достаточно причин, которые могут в дороге самым пагубным образом повлиять на состояние даже здоровой рыбы. И вот таких ослабленных рыбок вы поселяете в новый дом сразу же, с новыми жильцами, с новым параметром воды и так далее. И что происходит с гуппи, которая уже находится в стрессовом состоянии, связанном с переездом, когда она сразу оказывается в одном аквариуме с другими его старожилами и обитателями? Правильно, она получает дополнительную стрессовую нагрузку. В этих условиях может произойти так называемая бактериальная вспышка, которая может привести к самым печальным последствиям. Не только для вновь прибывшей рыбки, но и для других обитателей вашего искусственного водоема. В итоге вам приходится заниматься лечением всех обитателей вашего аквариума. Кроме того, такие заболевания и такое лечение может привести к тому, что нарушится биобаланс в аквариуме. А это и дополнительные проблемы. Но, предположим, рыбка легко перенесла переезд и прибыла к месту нового жительства в прекрасном состоянии. Ей нужен тоже карантин? Да, отвечаем. И в этом случае ей тоже нужен карантин. И опять все дело в бактериях. Любая рыбка, любая вода, в которой она привыкла жить, имеет свою устоявшуюся бактериальную среду, где она чувствует себя хорошо, потому что ее иммунная система надежно защищает ее от окружающих бактерий. Что может случиться, что, оказавшись в новых условиях проживания в другом искусственном водоеме, коим является аквариум с проживающими в нем гидробионтами, но прибывшая рыбка может стать жертвой определенных бактерий, которым ее иммунная система не имеет адекватного ответа. И наоборот, она может стать носителем определенных болезнетворных бактерий, которые могут поразить жильцов старого аквариума или нового аквариума, где она будет проживать. Но проблема не только в том, что вновь прибывшая рыбка может спровоцировать бактериальную вспышку в общем аквариуме или принести с собой болезнетворную бактерию. Проблема может заключаться еще и в том, что эта рыбка может быть заражена внутренними и внешними паразитами. И очень часто визуально распознать, что рыбка заражена, очень трудно, практически невозможно. Почему? Дело в том, что, например, мы приобретаем для себя молодую рыбку в возрасте до 2,5 месяцев. И в этом возрасте паразиты, которые, скажем так, сидят на ней или в ней, еще не размножились и не доставляют своему носителю особых неудобств. Рыбка хорошо развивается. У нее прекрасный аппетит, она игрива, подвижна. Но все изменится, когда паразиты разовьются во взрослые особи и начнут размножаться. И только тогда аквариумист начнет замечать проблемы поведения своих гуппи. И это
Если эта заряженная гуппи не будет в карантинном аквариуме, а сразу окажется в общей банке, то, соответственно, есть большая вероятность, что все остальные ее обитатели, скорее всего, также уже заразились этими паразитами. Надеюсь, я достаточно привел аргументов, что убедить вас в правильности того, что всю вновь прибывающую на нашу разводную рыбу мы поселяем в карантинные аквариумы. Друзья, но ведь и карантинить рыбку можно по-разному. Эти варианты карантина мы назвали пассивным и активным. Что такое пассивный карантин? Что такое активный карантин? Как правильно принимать, переводить рыбку в карантинный аквариум? Об этом вы узнаете в последующих наших роликах. А сегодня первая наша тема из этого цикла и посвящена она подготовке карантинного аквариума для приема новых рыбок. Итак, друзья, первое, что мы делаем, это тщательно дезинфицируем лимонной кислотой и промываем горячей водой аквариум, обогреватель, термометр, пластиковые детали фильтра и другое оборудование, а также вспомогательный инвентарь, который будет контактировать с карантинным аквариумом и его обитателями. Это сачок, сифон и ведро. Для заполнения карантинного аквариума мы берем половину воды из действующего здорового аквариума, а вторую половину объема заполняем свежей, отстойной водой. Затем в аквариум устанавливаются заселенные нейтрофицирующими бактериями губки от рабочего фильтра, предварительно тщательно промытые в воде, в которой они находились ранее. Для более интенсивного развития нейтрофицирующих бактерий добавляем специальный кондиционер для воды биостат и оставляем аквариум на 10-14 дней. Через 14 дней аквариум готов к приему новых бутылок. Так, друзья, обратите внимание сюда. Здесь у нас показаны подготовленные 4 карантинных аквариума приема новой рыбы. Как вы видите, здесь, кроме обогревателя, градусника и аэролифтов, ничего больше нет. Никаких живых гидробионтов, растений и так далее. Это очень важно, что кроме карантинной рыбы ничего в них больше не находилось. Бывают случаи, когда мы запускаем аквариум для карантина с новым фильтром. И в этом случае новый фильтр мы устанавливаем уже действующий аквариум сроком на 2 недели. Этого времени достаточно, чтобы нейтрофицирующие бактерии успели поселиться на фильтрующих элементах нового фильтра. Последующие действия по подготовке карантинного аквариума аналогичны предыдущему примеру. Друзья, я на этом заканчиваю. Если вам понравился этот ролик, эта тема, то не стесняйтесь, поставьте лайк. В комментариях к этому ролику вы можете задавать свои вопросы, и мы постараемся учесть их при подготовке следующих роликов по этой тематике. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал «Московские гуппи». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.